Вот такой тортик, кофейный моко. Коржи очень насыщенные, напитанные, поэтому даже в пропитке не нуждается. А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца всыпаю сахар и кофе. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы сахар полностью растворился в яйцах. Сахар и кофе полностью растворились в яйцах, смесь стала пышная и хорошо посветлела. В яично-кофейную смесь добавляю сметану, льняную муку, разрыхлитель и корицу. Перемешиваю ингредиенты, чтобы получилось однородное кофейно-льняное тесто. Вымешивать долго не нужно, потому что достаточно, чтобы сухие ингредиенты полностью вмешались в жидкий и получилось тесто. Все, тесто готово. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой, смазанной по бортам сливочным маслом, выкладываю все кофейно-льняное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 35 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой. Для приготовления начинки вареную сгущенку необходимо разогреть. Вы можете разогреть ее на плите, на паровой бане, я же разогрею ее просто в микроволновке. Грейте в микроволновке, грейте импульсами, потому что если сгущенку перегреть, она может в микроволновке прям брызгаться. Вареную сгущенку разогрел хорошо в микроволновой печи. Прогревал ее по 30 секунд, примерно 2 минуты. Она очень горячая, поэтому не прикасайтесь к ней. В вареную сгущенку всыпаю весь кофе. При желании можно добавить немного коньяку. Перемешиваю миксером, чтобы кофе полностью растворился в вареной сгущенке. Все, кофе полностью растворился и начинка немножко посветлела. Это говорит о том, что начинка на торт готова. Выпеченный бисквит доставляю на решетке до полного остывания при комнатной температуре, а затем убираю в холодильник до полного охлаждения. Выпеченный бисквит разрезаю на 3 бисквитных коржа. Если вареная сгущенка остыла, подогреть ее немножко до тепла, чтобы она была рабочая, текучая более-менее. Приступаю к сборке торта. Порционно беру варенку кофейную, выкладываю и распределяю начинку по коржам. Закрываю торт последним коржом и выкладываю оставшуюся начинку. Готовый торт убираю в холодильник минимум на 7 часов для стабилизации. После холодильника украшаю торт дроблеными фисташками. Друзья, вот такой торт получился. Сейчас попробую и скажу, какой он по вкусу. Внутри торт видно очень сочный, пористый. Такой торт не нуждается в пропитке, потому что коржи очень сочные. Давайте сейчас заценю, какой по вкусу торт получился. Я думаю, он очень вкусный. Прям очень вкусный. Я даже не могу описать этот вкус. Это для всех, кто любит кофейные десерты, кофейные торты. Большой плюс, что торт низкокалорийный. Здесь нет жирного крема, нет масла, нет сливок. Самое, что здесь жирное, это сметана. Поэтому он очень облегченный, но при этом невероятно вкусный. И знаете, здесь сгущенка, прям варенка отлично сочетается в этом рецепте. И фисташки. Для всех, кто бережет свою фигуру, это отличный десерт. Потому что в отличие от классического торта, здесь всего 200 с лишним калорий. Когда как в классическом уже более 300. И тоже большой плюс, что нет глютена. То есть, те, кто не употребляет глютен, отличный вариант. И знаете, вообще не скажешь, что здесь бисквит на льняной муке. Друзья, смело готовьте, уверен, вам понравится.
идеальный кофейный вкус десерта. Спасибо, мои дорогие, что смотрите мои рецепты, ставите лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем видео.